Добрый день, дорогие подписчики и гости нашего канала. Спасибо, что вы с нами. Как разгладить морщинки и улучшить контур овала лица? Для подтяжки кожи используется множество методик косметологии, ультразвуковой смез, микротоки, лазерная шлифовка и так далее. Производители косметики предлагают получить эффект лифтинга, воспользовавшись их кремами или сывороткой. Среди косметических средств есть те, что способны улучшить овал лица и расправить морщинки. Воздействуют они по двум направлениям. Первый принцип – это создание пленки на поверхности кожи. Так работают многие косметические средства, например, гиалуроновая кислота. После нанесения на кожу образуется пленка, и по мере испарения воды эта молекулярная сеточка сужается, формирует некий каркас, который поддерживает тонус. Второй принцип – создание давления на поверхности кожи. Так действует большинство лифтинговых масок. Вещества и компоненты этих средств оказывают подтягивающее воздействие на кожу в течение непродолжительного периода времени. Первое и наиболее простое средство для лифтинга – косметика на основе глины. Например, маска с каолином и оксидом цинка. При высыхании она немного стягивает кожу и позволяет получить тонус и сужение пор. Минусом является невысокая эффективность и способность пересушивать кожу, поэтому обязательно после использования каолина надо нанести увлажняющий крем. Второй тип средств – альгинатные маски. Они намного эффективнее, чем глиняные, но их сложнее делать. Это порошок из водорослей, который разводят водой до кашицы. После нанесения масса постепенно превращается в вещество, напоминающее резину. Маска сдавливает поверхность кожи, обеспечивает лимфодренаж, и после процедуры лицо выглядит подтянутым. Минусом является то, что самостоятельно выполнить косметические манипуляции очень сложно. Третий тип средств – пластифицирующие маски, которые состоят из особого гипса. Они оказывают выраженное подтягивающее воздействие на кожу и считаются наиболее эффективными. Порошок разводится водой до кашицы, после нанесения масса быстро затвердевает и выделяет тепло. Оказывают рефлексогенно-расслабляющее действие на ткани лица и мышцы. Надавливание на кожу лица при подсыхании смеси способствует эффекту лимфодренажа, в результате которого уходит лишняя жидкость. Эта маска преобразит перед важным мероприятием. Минус ее – это сложность самостоятельного использования из-за нескольких этапов, которые нужно точно соблюдать. Сначала наносится жирный крем, затем на лицо накладывается бинт и далее гипсовая смесь. Поэтому маску рекомендуется делать у косметолога. Еще один способ получения омолаживающего эффекта и лифтинга – это простой массаж лица. Он способствует подтягиванию кожи, убирает лишнюю жидкость, расслабляет перенапряженные мышцы и снимает спазмы. Эту процедуру можно выполнять самостоятельно, и, кстати, и сочетать с масками. Спасибо, что вы были с нами. Берегите себя и свое здоровье, и тогда все будет хорошо.